Вы на канале «Это вкусно». Сегодня у меня вот такой красавец. Это круглый баклажан. Он весит 730 граммов. Когда я его увидела, я сразу поняла, как я его приготовлю. Способов приготовления баклажанов очень много. Я сегодня буду фаршировать его. Так что обязательно досмотрите до конца, там будет список всех ингредиентов, а я начну готовить. Я не буду разрезать баклажан пополам, а срежу с него крышечку. Можно срезать просто круг, но я повторю все контуры вот этого цветка. Крышечку можно подровнять, срезать лишнюю мякоть. Теперь нужно достать всю мякоть, оставив примерно сантиметр-полтора на стенках баклажана. Сначала я подрежу мякоть ножом, а затем буду доставать ложкой. Главное не повредить целостность кожуры. Конечно, если у вас нет такого круглого баклажана, используйте обычный, разрезав его пополам, и вырежьте серединку. У меня на канале есть рецепт баклажанов, фаршированных брынзой и помидорами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Возвращаюсь к сегодняшнему рецепту. Вот что у меня получилось. Очень похоже на тыкву. Примерно половину мякоти, которую я достала, я отложу, она у меня чуть позже пойдет в икру. А половину я нарежу кусочками около сантиметра. Это я добавлю в начинку. Помидоры также нарежу маленькими кубиками. Теперь нарезанные помидоры добавляю в фарш. У меня фарш говядина со свининой 50 на 50. Можете взять куриный или чисто говяжий, это на ваше усмотрение. Туда же отправляю кусочки баклажанов. Мелко нарублю зелень. У меня зеленый и фиолетовый базилик, немного петрушки и кинзы. Зелень добавляйте ту, которую любите. Выдавливаю зубчик чеснока. Добавляю соль, свежемолотый черный перец, орегано и немного натертой на мелкой терке моцареллы. Все хорошенько перемешиваю. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Беру баклажан, хорошенько его присолю. Добавлю черный перец и оливковое масло. И начинаю заполнять его фаршем. Начинку я уплотняю, но не сильно утрамбовывайте. Начинки кладу столько, чтобы закрылась крышечка. Сверху поливаю оливковым маслом немного и закрываю крышечку. У меня осталось совсем чуть-чуть начинки, поэтому я возьму обычный баклажан, разрежу его пополам. Удалю серединку, ее я также потом использую для икры. А дальше делаю все то же, что и с круглым баклажаном. Единственное дополнение, сверху немного добавлю натертой моцареллы. Ставлю все в одну форму и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Затем, возможно, время увеличу. Если вы любите запеченные фаршированные овощи, то у меня на канале есть рецепт очень вкусных фаршированных перцев. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу.
Прошло 35 минут. Половинки баклажана я достаю, они готовы. А круглый еще подержу минут 15. Но время корректируйте с учетом своей духовки и размеров самого баклажана. Прошло еще 15 минут, баклажан готов. Достаю его. Посмотрите, сколько сока внутри. Ничего не вытекло, значит баклажан не лопнул. Единственное, он поменял цвет. Уже не такой яркий, но форму он держит хорошо. Момент истины. Разрежу его на дольки. Посмотрите, насколько он сочный. Раскрою его как цветок. Присыплю сверху зеленью и небольшим количеством пармезана. Глядя на светлую мякоть, может показаться, что баклажан не пропекся, но это не так. Это особенности сорта, он полностью готов. Мякоть нежная и сладкая, в ней совсем нет горечи. Очень вкусный баклажан. Для его приготовления мне понадобилось 1 круглый баклажан весом 730 граммов, 200 граммов мясного фарша, 150 граммов помидоров, 100 граммов моцареллы, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка натертого пармезана, базилик, петрушка, кинза, соль, черный молотый перец, орегано и оливковое масло. И вот такое замечательное блюдо получилось. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд из баклажанов смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!